Всем привет! Надеюсь, вы помните мою очаровательную ведьмочку, наряд для куколки Блайс, который я делала к Хэллоуину. Мне все казалось, что этому образу немножко чего-то не хватает. И я по итогу решила сделать для нее еще питомца. Вот такого котенка с крохотными крысками. Давайте посмотрим на него чуть-чуть поближе. Он связан из мохеровой черной пряжи. Это кид-мохер в 2 ниточки и хорошенько начесанный. А мышки связаны, как всегда, из слонимской пряжи, бобинной, в 1 ниточку. Вот эта мышка чуть-чуть покрупнее, а вот эта чуть-чуть поменьше. Крысок много не бывает. Вот такой очаровательный малыш. У него проволочный хвостик, так что он прекрасно может стоять, опираясь на него. Лапчонки тоже на проволочках, податливые, можно поиграться. И головушка подвижная. В общем, весь такой живой, хорошенький. И по размеру он весьма неплохо подходит для куколок с большой головой, таких как Блайс. Кстати, обратите внимание, думаю, вы и на фото заметили, я добавила ему усики. Они тут немножко примялись, но они тут есть. И я вам хочу сегодня рассказать лайфхаки, как усики крепить, чтобы они были ровненькие, чтобы они надежно держались. Видите, я дергаю, они никуда не деваются. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Сегодня видео с лайфхаками. Прежде всего, для усиков, как правило, используется либо мононить, это такая очень-очень тонкая леска, скажем так, либо классическая леска, она бывает разной толщины, потолще, потоньше, бывает прозрачная, которая выглядит как белая, или вот черная, например. Все зависит от того, какого цвета усики вы хотите сделать для своей игрушки. Для маленьких игрушечек я использую мононить. Например, на этом котенке тоже была она. Вот такая, если вам интересно. Вот такая гамма. Здесь очень-очень много метров, ее хватает очень надолго. И не только для усиков, вообще такая полезная вещичка. Однако, если мы просто возьмем леску, попробуем ее вставить в мордочку нашему котенку, то она у нас, естественно, будет скользить. Видела варианты, что некоторые мастерицы пытаются леску как бы внутри запутать, делать там стежки, чтобы она застревала внутри, или промазывать ее клеем. Но я обычно использую немножко другой вариант. Сейчас я вам покажу. Обычно я на хвостик усика привязываю бусинку, или в данном случае это бисер. Вот, например, для маленького котенка, там плотная вязка, достаточно вот такой бисеринки на хвостике усика. Вот идет леска, а камера плоховато фокусируется, но я думаю, вы видите, да? Вот бусинка на конце лески. Я ее привязала, и теперь могу протянуть эту леску вот отсюда, с этой точки, вот сюда и вытянуть усик. А бусинка, которая будет на кончике, ее нужно протолкнуть между столбиками внутрь игрушечки. Она застрянет в наполнителе и никуда оттуда не денется. Ее просто невозможно потом выдернуть. Все эти усики будут держаться у вас просто на 5 с плюсом. Использовать можно бусинки разного размера. Для совсем маленьких игрушечек подойдет бисер, как в данном случае я использовала. Если игрушка чуть-чуть покрупнее и расстояние между столбиками чуть-чуть побольше, можно взять бисеринки чуть-чуть побольше. Кроме бусинок, можно также использовать небольшие пуговки. Но это уже для крупных игрушечек, таких с толстой пряжей, то есть где расстояние между столбиками достаточно большое. Там можно взять небольшие пуговки. Если у вас игрушечка очень большая и расстояние между столбиками большое, например, это плюшевая игрушка, да, самое первое, что приходит на ум, не берите огромные пуговицы и огромные бусины. На кончик лески привяжите бусину небольшого размера, совершенно такую небольшую, но обклейте ее лейкопластырем. Прям вот обклейте вот таким образом примерно. И теперь, когда вы будете вставлять свой усик в игрушку, протягивать его, вот этот кончик замечательно застрянет в наполнителе. Он никуда не выскочит, потому что, во-первых, он достаточно широкенький получается, во-вторых, он обклеен лейкопластырем. Лейкопластырь плохо скользит в наполнителе, наполнитель будет к нему цепляться, поэтому усик очень даже хорошо застрянет. При этом хвостик вы легко протолкнете между столбиками, у вас это не составит труда. У вас получится усик, который хорошо держится
и никуда не девается внутри, никуда не скользит. В общем, на самом деле это не сложно. Просто пару раз попробуйте для разных игрушек, разный размер бусинки или пуговки. И вот такой лайфхак с лейкопластырем. Уверена, у вас все получится. И еще вам на заметку. Естественно, большинство леск и мононити, они накручены на бобинки, так? И когда мы их раскручиваем, леска тоже такой же формы. То есть она вот так крутится, перенимает форму круга, полукруга. В общем, неровный усик. Я думаю, что многие сталкивались с этой проблемкой. Так вот, это совершенно не проблема. Видите, идеально ровный усик. Я его просто прогладила утюгом. Не берите утюг разогретый до предела, тепленький утюг и аккуратненько, легонько пройдитесь вдоль лески. И она выровняется. То есть леску можно утюжить. Такой вот вам лайфхак. Даже если усик у вас уже на игрушке, то есть вы их сделали, возьмите утюг, включите его на такую средненькую, не совсем до предела горячую, а вот средненькую такую температуру, включите и поутюжьте свои усики. И они опять будут ровненькие. Вот такой простой, но, думаю, полезный вам лайфхак. Я надеюсь, вам нравится мой котеночек с крысками. Обязательно к Хэллоуину в моих соцсетях постараюсь сделать фоточки, где прям все собрано вместе, и куколка, и котеночек, и тыковки. Все вместе собрано. Будет такая красивая композиция, я надеюсь. Приходите посмотреть. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.